Всем привет! Сегодня в видео мы займемся сборкой тягача на базе танка Т-34 от фирмы i7 в масштабе 1:35. Сначала одним словом о наборе. Nice. В двух словах. Very nice. Но о моем впечатлении я уже расскажу в конце видео. Итак, начнем сборку с ванны корпуса. Все шаги я показывать не буду, только основные и самые интересные. Подвеска собирается отдельно из разных деталей, но после сборки особо ее заметно не будет. Хотя, конечно, если не делать машину подбитой и без катка. Интересный факт – попытка изобразить внутреннее убранство. Два кресла, рычаги. Но нужны ли они? Мне нет. Катки собираются достаточно просто. Две детали соединяются вместе. Все это дело склеивается внутри. И шов зашкуривается. Для оживления модели решил один из катков заменить на металлический. Часть деталей из набора я решил заменить на самодельные из медной фольги. Так они выглядят масштабней и немножечко оживляют модель, потому что можно их погнуть. Вся технология достаточно простая, необходимо просто правильно все измерить. Аккуратно разметить и аккуратно вырезать. Гнем там, где надо согнуть, под правильными углами. Если будет необходимо, можно свериться всегда с основной деталью. И вот что получается. Достаточно красиво. И, собственно, количество деталей, которые можно заменить таким способом, ограничивается лишь только фантазией. И первая замена на фотоотравленной детали будет вот такой вот ящик. У меня осталось достаточно большое количество всякого отравления с предыдущих моделей, поэтому я буду использовать именно его. Итак, в отношении больших деталей вырезание это достаточно простой процесс, что уже не скажешь о маленьких, которые могут либо погнуться, либо вообще порваться. И как с обычными деталями, конечно, необходимо зачистить все заусенцы, которые остаются после отделения от платы. Сгибать, конечно, лучше специальной гнулкой, но я использую плоскогубцы. Также сразу отмечу, что скреплять можно самыми разными способами. Я же буду использовать метод пайки. В качестве флюса будет использована обычная паяльная кислота, которую я буду наносить на места, которые я дальше буду обрабатывать свинцово-оловянным припоем. На мой взгляд, пайка гораздо лучше, потому что крепче держится, ты скорее порвешь саму деталь, чем место скрепления. Чего, к сожалению, не скажешь про клей. И в конце необходимо излишний припой просто сточить напильником. Со всеми остальными частями этого ящика я буду проделывать все те же самые действия. Отрезал, зашкурил, склеил. В итоге получается вот такой вот замечательный ящик. Гораздо красивее, чем был изначально из коробки. Конечно, компании i7 большое спасибо за то, что решетки сделали прозрачными, но я все равно их буду менять на фотоотравленные, потому что они будут выглядеть гораздо лучше, чем изначальные.
Соответственно, перед процессом вырезания необходимо для начала все расчертить. Для этого идеально подойдет любой острый предмет. Вот и сам результат. В действительности перекладины решеток выглядят гораздо масштабней и, на мой взгляд, интересней. Хотя опять же отмечу, что из коробка тоже норм. Итак, переходим к деталям посложнее. Изготовление цилиндрических деталей. Для начала необходимо деталь, которую будем сгибать, прогреть, так она станет гораздо мягче и податливей. А затем, используя любой подходящий цилиндрический инструмент, начинаем аккуратненько гнуть. И паяем. Процесс точно такой же. Паяльную кислоту наносим на место, на которое будет дальше наноситься припой. И паяем. После нанесения припоя необходимо выровнять деталь для того, чтобы она была действительно цилиндром. И снова же излишек припоя необходимо удалить напильником. И затем отделяем оставшиеся детали и также те, что нужно припаять, припаяем. Те, что необходимо будет приклеить на клей, приклеим на цельноакрилатный клей. Для удаления свинцово-оловянного припоя из труднодоступных мест можно использовать бормашинку. А теперь немного боли. С металлическими траками компании Master Club я уже был знаком до этого. И впечатление осталось у меня очень хорошее. Но в этот раз не повезло, не фартануло. Очень много облоя, на который я достаточно много потратил времени. Его пришлось зачищать. И так по 74 трака на каждую ленту.
но результат того стоил. Итак, набор оставил в целом положительное о себе впечатление. Никакого облоя, никаких утяжен. Собирался достаточно приятно. В действительности можно было бы достаточно в глубокую его уйти переработку, а именно переделать все сварные швы, потому что в некоторых местах они не очень красиво выглядят. Но в целом я все равно повторю, модель достаточно простая в сборке и достаточно приятная. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео.